Всем привет, друзья! Это проект Power Device, и в этом ролике мы поговорим о телефонах Xiaomi Redmi и Poco. В прошлом видео я показывал, как обновить приложение «Музыка», в котором добавили новые фишки. Сейчас появилось еще одно интересное глобальное обновление, которое достойно вашего внимания, и оно связано с музыкой, но это не приложение «Музыка». Данное обновление подойдет на телефоны Xiaomi Redmi и Poco с MIUI 14 и HyperOS, а также оно должно работать на более ранних версиях MIUI, но это нужно тестировать. Смотрите, на моем Redmi Note 10 Pro есть вот такое приложение «Радио». Это стандартное предустановленное приложение. Работает оно только тогда, когда мы подключаем наушники разъемом 3,5, проводные. В этом приложении нет ничего лишнего, просто радио. Нажимаем «Включить», втыкаем наушники и находим нужную станцию. Хочу представить вам технологичную беспроводную колонку Tronsmart Hello 200. Сразу стоит отметить, что технологии данного бренда позволяют реализовать звучание на высоком уровне. Чтобы добиться более высокого уровня звука, Tronsmart применяют специальные элементы динамиков, используемые в автозвуке. Колонка оснащена 4 динамиками. Это маленькая пищалка в верхней части. Ниже идут 2 рупорных динамика и самый большой, который отлично воспроизводит плотные низкие и средние частоты. С обратной стороны имеется фазоинвертор. Заявленная пиковая мощность, которую способен выдавать данный девайс, 120 Вт. Колонка поддерживает приложение, через которое можно управлять подсветкой и активировать дополнительные функции. Но самое главное, что здесь можно использовать 6 пресетов для настройки звучания. И что очень важно, есть эквалайзер, который отлично поддается ручной настройке, после чего звук приобретает еще более сочное звучание. По центру расположена ручка для регулировки громкости. Под ней индикатор батареи из 4 делений, по 25% каждая. Батареи хватает надолго, ее размер составляет 15 тысяч мАч. Есть возможность подключения флешки, гитары, имеется AUX-выход. Колонка выполнена с защитой от намокания IPX4. Ее вес составляет 6,1 кг. Бывают комплектации с микрофонами и без них. Более детально ознакомиться с девайсом и посмотреть цены можно по ссылке в описании. Звук здесь качественный, рекомендую. Теперь смотрите, друзья, у меня есть вот такое глобальное обновление, которое выдернуто из флагманских телефонов Xiaomi. Нажимаю «Обновить». Снова зайду в приложение «Радио». Здесь нас встречает новый интерфейс. Нажимаем «Согласиться». Если при первом запуске у вас открылся вот такой интерфейс, то нужно закрыть приложение и снова в него зайти. Команда разработчиков Xiaomi полностью переработала приложение. Теперь вот здесь мы можем слушать радио онлайн, из интернета. Если же нажмем вот на этот виджет сверху, FM, то мы попадаем в то стандартное приложение, которое у нас было ранее. Делаем шаг назад и возвращаемся к станциям онлайн. Отмечу важную деталь. Самые внимательные, наверное, уже заметили, что вот здесь есть, например, такая радиостанция MTV Индонезия, которая вообще не относится к нашему региону. Все это потому, что в моих настройках, в расширенных настройках, стоит регион Индонезия. Данный регион ставится для того, чтобы вот в этом поиске появлялись дополнительные папки, вот эти. Если вдруг вы не знаете, как запускать такой поиск, то на своем канале я уже выкладывал не одно видео, как это сделать. Можете пройти посмотреть. И если в целом на телефоне вам нравится какой-то другой регион, не ваш, то именно для радио его можно не менять. Смотрите, что нужно сделать. Зайдем в регион. Сперва я ставлю свой регион. Далее удерживаю на приложении радио. Захожу в его настройки. Нажимаю «Очистить». Очистить все. Окей. Открываем приложение, согласиться, снова закрываем его и опять в него заходим. Теперь у вас здесь появятся радиостанции из вашего региона. Далее я снова иду в настройки региона и изменяю регион на тот, который мне нужен. После смены региона в радио ничего не изменится, останутся ваши радиостанции. Естественно, если у вас в настройках сразу стоял ваш регион, то вам не нужно ничего менять. Если кто-то подумает, что это какое-то другое радио, не Xiaomi,
то смотрите, можно на нем удержать, зайти в его настройки, нажимаем вот сюда и смотрим. Имя пакета com.miui.fm. Это официальное глобальное приложение радио для Xiaomi. Также еще стоит отметить следующий момент. Это мой Redmi Note 13 Pro Plus. Я также обновил здесь приложение радио, и оно прекрасно работает. Но единственный момент в том, что вот здесь работают только онлайн-станции. Вот такой вот станции на 13 Pro Plus нет. Все потому, что на этом телефоне нету выхода под наушники 3,5, потому как у него есть влагозащита. Для него, конечно, можно подключать проводные наушники, но через переходник, через USB Type-C. От этого его прошивка не поддерживает вот такое радио. На всех прочих моделях это работает отлично. Также смотрите, со своего Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus я удалю приложение радио полностью. Теперь установлю стандартное простое радио, последнюю стабильную версию. Если у вас при установке будет выходить такое окно, просто нажимаем игнорировать. Это от того, что приложение вы скачиваете не из GetApps, но с ним все в порядке. Ну а скачать эти два приложения вы сможете в моем телеграм-канале, как всегда. Называется он Power Device. Ссылка будет в описании под этим роликом. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на мой телеграм. Туда я выкладываю много интересного и полезного. Отмечу, что новая глобальная версия называется Xiaomi Radio. Ну а на свой Redmi Note 13 Pro Plus я установил старую версию, как я сказал ранее. Видите, она здесь даже не включается. Прошивка телефона ее не поддерживает, так как нет проводных наушников. И как я сказал ранее, на всех других телефонах обе эти версии будут прекрасно работать. Друзья, пожалуйста, не забывайте ставить лайки этому видео, пишите комментарии в поддержку канала и подписывайтесь на мой телеграм. На этой ноте желаю вам только качественных девайсов и правильных настроек. До встречи в следующих роликах. Всем пока!